Здравствуйте, с вами Руслан Огорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как защищаться от борца или от бросков. Техника защиты называется подпорки или упираться, чтобы вас не бросили. Итак, мы сейчас покажем в тренировочном режиме, что это такое. Первая подпорка от плечо упирается и не пускает на сближение. Итак, партнер пробует заходить на бросок, да. И я сразу же вот коленом и локтем упираюсь, как бы не пуская на сближение. Раз. Дальше. Вот пробует подходить на бедро, рука упирается, тоже не дает как бы сблизиться. Вот тоже упираясь рукой, не дает сблизиться и немножко ногу выворачивает, упираясь как бы полочка. Да. Итак, главная мысль этой техники – это не дать партнеру или противнику сблизиться с вами, чтобы он произвел бросок. Итак, первое упражнение – двойная попытка. Я стою в боевой стоечке, готовлюсь. Партнер подходит на любой бросочек. Пробуй. Да. Вот, заходит, зашел. Теперь возвращается обратно и точно так же заходит. Да. И вот здесь уже, когда он сближается, я стараюсь сделать какую-то подпорку. Вот в данном случае левой рукой ставлю на бедро и не даю ему возможности подойти ближе. Третий раз он подходит, давай. Раз, снова. Снова не дал сблизиться. Хорошо. Теперь он пробует подойти и уже как бы произвести бросок. Пробуем. Да. Раз. Если у меня получается устоять, значит нормально сработала моя подпорочка. Есть. Пробуешь то же самое? Да. Тут уже моя левая рука срабатывает на подпорочку. Пробуешь, да? Угу. Да, еще. И вот даже получается бросить. Итак, вот таким методом повторных проб мы выходим на такую вот защиту методом подпорки. Подпираем предплечьем, можно делать тоже защиту коленями, плечом, где-то локтем. И все, главная практика, главные вот такие пробы методом повторения вы найдете, выстроите свою технику и прорабатываете все приемы, все, которые вот только вы можете делать. Я пытаюсь сделать бросок, он делает подпорочку, раз. Здесь мне или надо соскользнуть, как бы обойти ее, да, вот как бы видите, я немножечко как бы наверх, а потом соскочил. Вот пошли, да, раз подпорочка и обошел ее. Да, например, я раз зашел, пробую пытаться сделать бросочек, у меня он здесь упирается. Тоже я локтем, с этой стороны сейчас покажу. Вот здесь пытаюсь бросить партнера, он держит рукой, я здесь локтем вот тяну, не пускает. Раз, два. И тогда получается делать бросок. То есть как бы такая перезарядка. Вот как работать против подпорочек. Если первая ошибка встречается очень часто, когда партнер делает один прием, ну, например, там я захожу на бросок первый раз. Второй раз я должен сделать точно такое же действие. Надо вот. И бывают не очень хорошие партнеры для отработки, они уже не делают вот точно такое же, а уже пытаются что-то другое сделать. И у вас не получается. И каждый раз они делают какие-то другие действия. Это не совсем правильно. Вы должны четко сделать одинаковые там, 2, 3, 4, там, 5 попыток одинаковых, чтобы партнер мог выстроить вот эту защиту. А потом поменяли другой бросок и другой работает. И вот таким образом нарабатываете вот это множество всяких там бросков, атак, а партнер уже эту защиту. Второе, в работе желательно, чтобы партнер вам тоже подсказывал, где у вас слабое место в вашей атаке, или, например, там наоборот очень хорошо получилось. То есть между вами должен быть диалог. Тогда вы быстрее друг другу поможете овладеть вот этой техникой. Следующая ошибка в этой технике подпорки – это не туда упираться. Когда, например, партнер пытается сделать там, не бросок, например, там, через бедро пробует, да, я просто пытаюсь вот здесь, в плечо, ничего не сработает. Если буду пытаться даже вот, работать, да, в
шею не сработает, потому что бедро подошло, руки тянут. То есть нужно делать подпорку в правильное место. То есть как раз в то, через что вас будут бросать. Ну, например, если бедро сближается для того, чтобы там вас бросить, то, естественно, желательно ближе к центру, вот к бедру сделать подпорочку, там, пошел, да. Только пошел, раз, сразу не даешь вот это место сблизить. Тогда уже не будет броска. То есть главная задача это в правильное место поставить подпорочку. Или, например, там на колено бросать, да, бросать вот туда. Вот так я полечу, да. А если я немножечко смещу его центр, да, там, смещу вот его, вот этот центр тоже смещает, у него уже как бы неудобно. То есть важно поставить правильную подпорку, в правильное место. Первое преимущество – это скорость овладения защитой. Если с вами будет бороться спортсмен, там, ваш противник немножко сильнее борец, чем вы, то вы сможете вот этими подпорками не дать себе бросить. Да, не всегда вы сможете его бросить, но как минимум себе обеспечить защиту вы сможете. И она довольно-таки безопасная. Вот это, наверное, самое главное достоинство этой техники. Пробуйте, практикуйтесь, и я думаю, у вас все получится. Потому что у наших учеников все довольно-таки быстро получается. Так что будут вопросы, пишите. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.